В вашем канале вышел пост, где вы приводите историческую параллель. При Гитлере в Германии должность министра пропаганды и культуры занимал Геббельс. Вы пишете, что именно по его указанию сжигались книги немецких мировых классиков, изгонялись и отправлялись в концлагеря ведущие немецкие деятели культуры, науки и искусства, разрушались памятники, устраивались гонения на церковь, пропагандировалась тотальная война. О результатах своей работы он с гордостью докладывал на партийных нацистских собраниях. Сейчас в Украине может быть запрещена деятельность УПЦ, соответствующий законопроект может быть рассмотрен Верховной Радой. Однако на этой неделе также Верховная Рада уволила Александра Ткаченко с должности министра культуры. Вот включите интересное заявление Порошенко на эту тему. Закликаю сьогодні зал проголосувати за відставку міністра безкультур'я і дезінформації, батька української цензури, людину, яка знищила український культурний фонд, який був створений нам, Держкіно. Вот как вы оцениваете итоги управления Ткаченко на должности министра культуры? Подведите, пожалуйста, итог, и почему его все-таки убрали? Давайте подетально. Геббельс, а потом сначала Порошенко. На самом деле при Порошенко такого конченного, такого негодяйского отношения к свободе слова, как при Зеленском, не было. Порошенко не смог закрыть ни один оппозиционный канал и не закрыл их, а все они работали. В период избирательной кампании шли мои эфиры, где главной целью был именно Порошенко, как виновник бед Украины с 2014 по 2019 годы. Мои эфиры шли в понедельник и в субботу, я думаю, Украина это помнит, потому что каждый эфир собирал 500 000 телевизоров в прямом эфире. Это не YouTube, это именно телевизоры. Потом уже, когда канал отошел к Медведчуку, мою программу закрыли. Случайное совпадение такое. Но сейчас не об этом. Так или иначе, при Порошенко такого ужасного наката на свободу слова, такой цензуры, как при Зеленском, не было. Это так. Зеленский и его окружение закрыли 4 телеканала в Украине. 4. Я не говорю уже о полностью идиотском, однотипном запрете политических партий, преследования политических деятелей, под копирку выписанные обвинения и подозрения и прочее. Я говорю сейчас о цензуре. Она на самом деле при президенте Зеленском зашкалила и стала напоминать что-то такое вот в самых гадких традициях тоталитарного государства. А почему Порошенко так говорит? Да потому что по команде президента этот Ткаченко, министр, так сказать, бескультурья, как говорит Порошенко, делал все для того, чтобы максимально цензурировать любые выпады в отношении Зеленского и его окружения, и в том числе со стороны Порошенко. То есть сегодня под колпаком социальные сети, бытовые разговоры в транспорте, переписка, личная переписка в телефонах. Это все под колпаком. Любому человеку могут абсолютно тупо вменить государственное преступление, и это все сделано с благословения президента. Одним из исполнителей этого благословления, этой задачи был Ткаченко. Не надо забывать, что Ткаченко до того, как он стал министром культуры, долгие годы был кем? Генпродюсером «Плюсов». А на «Плюсах» кто у нас шоумировал? Шоумен тогда нынешний президент господин Зеленский. А чьи плюсы? Помните, нет? Коломойского? Никто не забыл, конечно, никто не забыт, ничто не забыто. Коломойского. То есть все это из одного театра, так сказать, вся бригадка. И Ткаченко до поры до времени выполнял все задачи, наверное, я так понимаю, президента Зеленского. И то, что Порошенко так на него вызверился, объясняется тем, что Ткаченко в том числе пытался затыкать рот и Порошенко, и его парламентским говорунам, и грозил сделать все, чтобы закрыть телевизоры Порошенко. У Порошенко есть 2 телевизора, это прямой и 5-й, по-моему, каналы. Они не закрыты, и они сейчас все более и более агрессивную политику против Зеленского начинают проводить. Об этом мы уже с вами говорили в предыдущих программах, что разрешили, спустили с цепей, в том числе Запад, для того, чтобы парень не зарывался уж совсем. Этим объясняется позиция Порошенко. Теперь немного о самой этой личности. Его недавно сняли с должности министра культуры, бескультурья, как назвал его Порошенко. Почему пост вообще родился? Почему я написал пост, где привел Геббельса? Геббельс действительно был министром пропаганды и
президентом Имперской палаты культуры в немецком рейхе. И это нацистский преступник, который приложил руку к Холокосту, который приложил руку к уничтожению умных, красивых голов Германии в Германии, который создал тотальную систему дурманящей пропаганды. И, кстати говоря, его фамилия сегодня нарицательная. Да? Когда мы видим ту или иную пропаганду, мы говорим, что это геббельсовщина. Еще раз, кроме того, что он министр пропаганды, он президент Имперской палаты культуры. Но он прославился тем, что организовывал костры, в которых сжигались книги выдающихся немецких мыслителей, которые не подходили фашистам. Сбрасывались, разрушались памятники, бюсты. Ну, и я уже говорил, изгонялись прекрасные люди, либо их бросали в концлагеря с санкцией Геббельса. Потому что он, кроме того, что был министром, он еще и был рейхсляйтером Берлина, по-моему, с 1931 года. Ну и плюс ближайший соратник Гитлера. То есть власти там хватало. А в чем параллель? Я перечитывал несколько раз, нашел несколько источников, думал, может быть, фейк. Когда Ткаченко снимали с должности, он похвастался тем, что за время своей культурной работы он доложил в Верховной Раде, при его участии снесено 28 памятников Пушкину, 9 памятников Горькому, больше 2 десятков мемориалов советским воинам, павшим в Великую Отечественную войну. Понимаете, насколько извращенное мироощущение, миропонимание у этой особи. Он хвастается тем, что уничтожал, а не создавал. То есть, я как полагаю, министр культуры в моей стране должен отчитаться парламенту или президенту о том, что он, допустим, способствовал изданию такого-то миллионного тиража таких-то прекрасных украинских произведений или произведений прекрасных украинских писателей. Ну, допустим. Способствовал продвижению в мир талантливейших украинских деток, художники будущие, поэтов, писателей, что благодаря ему на иностранных подиумах звучат их стихи, произведення здаються за рубежом, що не розбито те, що зроблено було раніше, а побудовані якісь нові пам'ятники, восстановлены какие-то памятники архитектуры. Вот это отчет нормального, психически здорового министра культуры. А это был отчет конченного вандала, который просто рушил. Вот в чем, на мой взгляд, очень четко укладывается он в портрет того нацика, о котором мы говорили в начале программы. Вместо того, чтобы рассказывать, как он развивает культуру Украины, он рассказывает о том, как он уничтожает памятники. Это, это мир переворачивается. Как раньше римляне кричали «варвары у ворот». Вот это один из варваров. Я не очень верю в то, что это официальная причина, что там он захотел 300 или 400 миллионов на съемки патриотических фильмов, да, а ему сказали, что ты и на Россию почему-то работаешь, и вообще денег много хочешь и так далее. Не думаю, что именно в этом причина. Я думаю, что там какие-то просто разбежности уже нескрываемые между ним и президентом. Кстати говоря, напомню, что недавно культура-ненавистник и человека-ненавистник Ткаченко вдруг заговорил о том, что украинцам естественно говорить на русском языке. То есть, что это нормально. Представляете? Они годами твердили, что те, кто говорит на русском из Украины, они плохие люди или не того сорта. А тут он такое заговорил. То есть достаточно так в пику, да, политики президента. Поэтому полагаю, что там внутренние какие-то дрязги. И, возможно, это еще один отколовшийся, хотел сказать камень, но не хочется его камнем называть. Но субстанция, отколовшаяся от общего свертка, которые не хотят больше работать с конкретным президентом. Помните, я как-то предположил, что этот посол в Англии, Пристайко, когда Зеленский достаточно резко высказываться по поводу того, что мало помогают, а министр обороны Англии сказал, мы не Амазон, не можем все желания исполнять. И мог бы хотя бы поблагодарить. А этот начал в юродивой такой форме, в общем-то, свойственной. Он начал вот такое кривлять министра обороны. И посол Украины в Англии Пристайко сказал, что это нездоровая сатира или что-то такое. Ну и, понятное дело, был снят с должности. Так вот, я не верю в то, что посол Пристайко не знал, чем это закончится. Все знают, как президент Зеленский воспринимает любые выпады в адрес. Он очень обидчивый, очень мстительный человек. Пристайко отлично понимал, что его уволят, и все-таки он на это пошел. Значит, Пристайко не хочет работать в этой команде. Возможно, и Ткаченко принял для себя такое решение.